Всем привет! В этом видео вы услышите и увидите обзор длинных шипов Dr. Neubauer No. 1, которыми я играл в версии без губки. Я играл на основании Inhe 970XXA. Это быстрое атакующее основание с орелат карбоном. Мне в нем очень нравятся не только его игровые свойства, о которых вы можете узнать из обзора, имеющегося на нашем канале. Мне также очень нравится, что оно стоит в разы дешевле, чем ALC основания от модных фирм с подобными игровыми свойствами, так как мне всегда приятно платить меньше, а не больше, чтобы получить то же самое. На защитном карбоновом основании со скоростью DEV+, эти шипы тоже тестировались, но не мной, а другим игроком. Так что материалы того тестирования будут показаны отдельно. Я же расскажу о том, как эти шипы играют на быстрой основе с орелат карбоном. Кстати, этот обзор структурирован по темам, по игровым элементам. Так что используйте тайм-коды, если хотите сразу перейти к нужному элементу и его пересмотреть. Или хотите пропустить какой-то неинтересующий вас фрагмент и перейти к следующему. Итак, скорость у No. 1 ниже средней. Я бы сказал, что они скорее медленные. Даже на быстром атакующем основании можно делать любые элементы. В целом контроль очень высокий. По жесткости шипы средние, с уклоном в сторону мягкости. Сила сцепления ниже среднего. No. 1 можно назвать слаботянущими шипами. Реакция на приходящее вращение соответствует силе сцепления. Она небольшая. Реверс вращения не самый сильный, меньше, чем у ряда других длинных шипов Dr. Neubauer. Но сила No. 1 в другом. Заводская поставка No. 1 OX со скотчем. Что касается версии на губке, то свойства губки вкратце такие. Она примерно средней жесткости. И она медленная. Настолько медленная, что с ростом толщины губки скорость не растет. Просто меняется чувство мяча и способности накладки в разных технических элементах, так как увеличение толщины губки усиливает тягу шипов и делает чувство мяча более мягким и вязким. Кстати, купить предмет обзора и другие накладки и основания вы можете по ссылкам под этим видео. А теперь переходим к техническим элементам. Первое, что я отметил при тестировании, это блоки. Я имею в виду блок-подставку. У No. 1 есть явно высокая стабильность попадания в стол и средняя противность блока. Если соперник очень постарался и смог сделать 4 топса, то вы можете 4 раза заблочить, попутно направляя мяч в неудобные для соперника места. Трудозатраты у соперника будут намного больше, и его атакующая позиция не будет более выигрышной, поскольку, как я сказал ранее, этот шип дает очень высокую управляемость на блоке, как для длинных шипов. И при этом имеется существенная противность, из-за которой риски для соперника возрастают. Подчеркиваю, речь именно про блок-подставку. Это сильный элемент данной накладки. No. 1 хорошо нивелирует приходящее вращение и прочие аспекты приходящей атаки и позволяет комфортно возвращать мячи простой подставкой. То есть ими не обязательно играть чоп-блоком, что более сложно технически. Хотя, конечно же, можно применять No. 1 и для чоп-блока. В этом случае будет мощнее реверс вращения и вообще другие траектории полета и другие ситуации для соперника. А я раньше полагал, что длинные шипы OX не предназначены для игры простой подставкой в стиле гладкой накладки или коротких шипов. Но тут удивился, насколько комфортно играть именно этой разновидностью блока, которую очень люблю применять в игре. Я не умею делать чоп-блок. Это не мое. Мне нравится делать блок-подставку. И поэтому я начал его делать этими шипами. И у меня начало неплохо получаться. Продолжая пробовать, я обнаружил, что в общем-то и нету никакой проблемы в том, что я не делаю чоп-блоки. Так как можно делать блоки подставкой по любым топспинам. По типичному топспину со средним вращением и средней силой можно уверенно блочить и направлять мяч. Можно управлять длиной траектории. Если к вам прилетает высокий навесной топ-спин с высоким отскоком, вы тоже можете уверенно его блочить, немного прикрывая ракетку и, возможно, немного толкая мяч вперед. Таким же образом можно блочить топ-спин с большим вращением. Да, мяч может вылететь за стол, если сделать блок неаккуратно.
Но вообще накладка позволяет блочить и такие топспины. Для попадания в стол надо научиться подбирать правильный угол и расслаблять кисть. Или толкать мяч. Шипы позволяют. Остальное это вопрос тренировки. Я не могу сказать, что это легко, но и не могу сказать, что это сложно. После того, как я понял, как делать эти блоки, стало хорошо получаться. В общем, как с любой другой накладкой, надо немного потренироваться и понять технику. И тогда начинаешь попадать на стол и применять элемент в игре. Так как number one медленная накладка, то даже на быстром атакующем основании, вроде моего, можно блочить коротко. По такому короткому мячу не поатакуешь, и сопернику останется пытаться отпихнуть мяч на вашу сторону. Либо вы можете сделать диагональный короткий блок, по которому рискованно атаковать, и сначала до него надо добежать. Если соперник сможет вернуть мяч на стол, то вам останется либо перевести мяч в другую сторону, либо выполнить завершающую атаку. Мячи после блока подставки возвращаются разные, в разных ситуациях. Это зависит от того, как выполнишь контакт с мячом при ударе. И отскок тоже различается, и скорость полета мяча. Вращение может отсутствовать, или же может быть слабый низ, или средний низ. То есть реверс вращения в некоторых случаях есть. Это хорошо, что получается вариация. То есть реверс то есть, то нет. То он сильнее, то он слабее. Мячи не однообразные. Соперник не привыкает к одному и тому же. Напоминаю, что это реверс после блока по топ-спину. При блоке наката реверса не будет. В целом, сложность мячей от блока по топ-спину значительная. Сопернику придется быть в напряжении, рисковать, часто ошибаться или играть пассивно, лишь бы вернуть мяч. Ведь часто непонятно, что летит, и к тому же оно часто летит по противной траектории, создавая риск непопадания ракетки в мяч. Что касается чоп-блоков, то специально для этого обзора я попробовал их делать. И как видите, они тоже у этих шипов получаются неплохо. А если у вас уже есть успешный опыт игры этими шипами, и вам есть что добавить по этой теме, напишите в комментариях под этим видео. Также я хочу отметить особенность поведения шипов при блокировании мощной атаки. Я не могу объяснить, как такое возможно, но почему-то шип часто ведет себя при таких случаях, как будто у него есть демпфирующая губка с толщиной не меньше миллиметра. Соперник мощно пробивает, и я у стола подставляю шип и напрягаю кисть, чтобы блок был жестким. И мяч почему-то улетает не на метр за стол, а в стол. Причем порой даже не на край стола, а ближе. То есть резина шипов в таких случаях срабатывает по тому принципу, как работает демпфирующая губка, которая гасит приходящую энергию. Это очень приятно. И в стол попал, и соперника удивил, и уверенность в себе возрастает. Конечно, когда демпфирующая губка установлена на накладку, возможности погашения энергии приходящего мяча намного выше, и возвращать мяч можно гораздо короче. Но я говорю про сам принцип, что у этих шипов есть способность демпфировать мощные удары при блоке. Это не то, чтобы уникальная способность, нет, это иногда встречается, но не очень часто. В общем, тут она есть, и это хорошо для отражения мощных ударов. Теперь про атаку. Number One, как оказалось, обладает широкими атакующими возможностями, как для длинных шипов без губки, и позволяет атаковать многими способами. Можно атаковать накатом, можно пробивать плоско изо всей силы, если мяч удобный. Можно даже что-то наподобие топ-спина сделать. В общем, возможно довольно быстрая и мощная атака и такая, что не у каждых длинных шипов встретишь, тем более у медленных. Например, распространенная ситуация, когда во время кача на столе соперник завышает мяч или пассивно отпихивает его подрезкой или накатом. Мяч летит не быстро. Вы стоите у стола и пробиваете накатом или плоским ударом и готовитесь добить гладкой, если соперник вернет мяч. Но некоторые соперники хорошо умеют играть по плоским мячам, и в таком случае они могут сделать накат в ответ. Для таких случаев моя рекомендация следующая. Просто-напросто пробивайте мощно. Шипы это позволяют, и это приятно делать. Эффективность такой атаки великолепна. Если соперник вернет мяч на стол, вы можете пробить его второй раз. Если же вдруг соперник вернет этот мяч контратакой, что очень маловероятно, то вы можете просто подставить шипы и вернуть мяч с тухлым отскоком.
Короче, атаковать накатом этими шипами одно удовольствие. И это можно делать часто. Важный нюанс про атаку. Чем быстрее основание, тем легче атаковать. И наоборот, на слишком медленных основаниях комфортность и эффективность атаки будет ниже или гораздо ниже. Так как если атака будет слишком медленной, это может не создавать сложности сопернику, зато создавать сложности себе от игры соперника по слабой атаке. Имейте в виду, что данный обзор касается игры быстрым основанием, и описанная высокая эффективность атаки связана со скоростью основания. Так как при игре на медленном основании, чтобы атака длинными шипами была эффективной, надо атаковать, вкладывая еще больше силы в удары. А также атаковать реже, выбирая для атаки только самые удобные мячи. Или когда соперник хорошо открылся. Например, оставил пустой угол. Теперь насчет топспинов. Шипы меня удивили. Как такое может быть? Топспины медленными длинными шипами без губки? Топсы длинными шипами на губке вы уже могли видеть много раз у нас на канале. Их умеет делать Сыпачевский и показывает при тестировании длинных шипов, если накладка хороша в этом элементе. Также их умеет делать Суковатый, который не тестирует накладки, но просто иногда делает полноценный топ-спин длинными шипами слева в турнирной игре. Например, шипы Бумеранг Классик на губке хороши для топ-спина слева. Но тут без губки. Звучит невероятно. Ну просто смотрите на экран. Я не уверен, что топ-спин это верное название для данного приема. Мяч, летящий в результате, мало похож на мяч от топ-спина гладкой накладкой. Однако техника выполнения больше всего похожа именно на топ-спин. В общем, я не настаиваю на наименовании. Можете предложить в комментариях, как это лучше назвать. А как это работает, вы видите на экране. Лично меня термин топ-спин длинными шипами OX устраивает. Но можете предложить ваши термины на будущее, а я пока буду называть так. У меня эти топ-спины начали получаться как-то сами собой. Осваивая накладку, я пробовал разные движения. Что-то получалось, что-то не получалось. Я менял движения и так, и этак, постепенно находя ту технику движений, которая хорошо работает. И потом я посмотрел свои видеозаписи и обнаружил, что чаще делаю топ-спины, чем накаты. Просто потому, что топ-спины делать удобно этими шипами. Кто-то может подумать, что мяч с шипами без губки при топ-спине все равно не закрутишь. И поэтому, что это за топ-спин такой? Зачем он нужен, раз он без вращения? Но как раз отсутствием вращения такие топ-спины для соперника и опасны, поскольку мяч летит непривычный, неожиданный для соперника. Любой соперник привык блокировать топ-спин с вращением от гладкой, а не такой топ-спин без вращения. Поэтому соперник часто отвечает мячом в свой стол или даже под стол, так как пытается его отразить той техникой, которая работает против топ-спина гладкой накладкой. Так что можете и отметить для себя, что шипами Dr. Neubauer No. 1 без губки можно делать топ-спины. Причем можно делать их часто и наслаждаться процессом игры. Ну а если вы отошли на 1 или 2 шага от стола и к вам прилетает завышенный мяч, то вы можете атаковать накатом. Если к вам прилетает топ-спин и у вас хватает времени, тоже можете контратаковать накатом. К сопернику прилетает в таком случае довольно быстрый мяч, без вращения или с небольшим вращением. И соперник встречается примерно с теми же сложностями, что и при отражении топ-спина от шипов. Так как мяч прилетает совсем не такой, как у наката, или контратаки гладкой, или короткими шипами. Итак, подведу итог по теме атаки. Вы можете атаковать накатом, плоским ударом, топ-спином. Эффективность такой атаки хорошая. Контроль достаточно высокий, чтобы делать это часто и выигрывать этими атаками очки. Теперь пару слов насчет беспокойства о том, что соперники могут привыкнуть к этим шипам. И тогда все будет плохо. Не привыкнут, если не будете играть однообразно. Просто делайте следующее. Первое. Атакуйте смелее, чтобы мяч летел быстро. Второе. Не пробивайте в одно место. Хаотично чередуйте направления, чтобы соперник не мог предвидеть, куда вы направите мяч. Третье. Крутите ракетку. Чередуйте атаку гладкой и шипами. В таком случае соперник будет путаться и совершать дополнительные ошибки.
Кстати, в связи с ранее сказанным есть предположение, что именно имел в виду доктор Ньюбауэр, называя эти шипы number one. Возможно, он имел в виду, что этими шипами можно играть первым номером, то есть давить на соперника и заставлять его обороняться. Либо же он имел в виду, что number one это как номер один в рейтинге, то есть тот, кто умеет многое и делает это лучше всех. И это определение хорошо подходит этим шипам. Теперь пару слов про кач на столе. Для тех, кто не знает, кач на столе это всякие подрезки, тычки, пихалки и ковырялки на столе. Тут буду краток. Шипы качают хорошо. Контроль высокий. Мяч можно толкать короче, длиннее и управлять направлением. Можно делать это разными движениями и таким образом варьировать отдаваемое вращение, вынуждая соперника ошибиться или выдать вам мяч на атаку. Очень хорошо работает толчок вперед по небыстрому мячу. Получается своего рода атака. Лифтинг тоже хорошо работает. Шипы реагируют на приходящее вращение, но не сильно. Теперь немного расскажу насчет защиты этими шипами. Если в двух словах, то не надо выбирать эти шипы для чисто защитного стиля игры. В смысле игры подрезками вдали от стола. Не потому, что этими шипами плохо подрезать. Нет. Они вполне адекватно подрезают, если надо иногда подрезать. Просто именно для этого стиля игры многие другие шипы фирмы Dr. Neubauer подходят лучше и дают функционал более высокого уровня именно в этом аспекте игры. А Number One просто позволяет нормально подрезать, но не более. То есть слишком мало для игрока, специализирующегося на подрезке. Можете посмотреть наши обзоры других длинных шипов фирмы Dr. Neubauer, чтобы увидеть, какие из них по-настоящему хороши для этого. А шипами Number One вы можете контрольно отрезать мяч. Более-менее комфортно направлять его в желаемом направлении. Вы можете в некоторой степени варьировать отдаваемое вращение, но не сильно. Эти шипы даже на быстром основании дают силу отскока ниже средней. Это хорошо при игре на столе, а при защите наоборот хуже. Более быстрым шипом можно дернуть рукой сверху вниз, и мяч на столе. А этим шипом надо дополнительно толкать мяч, но при этом не переборщить с толчком. Этого достаточно для того, чтобы вдали от стола один или два раза отрезать, а потом контратаковать гладкой накладкой или бежать к столу. Запереть плоский мяч этими шипами не получится. Но можно вернуть сильный низ, если соперник сделал сильно крученный топ-спин, так как реверс подрезки хорош. При тестировании на отдалении от стола обнаружилось, что эти шипы хорошо исполняют блок издали. Алексей Сапачевский назвал этот элемент дальним блоком, и я буду назвать его также. Это можно делать, находясь 1-2 шага от стола, либо еще дальше, когда соперник мощно пробил или сделал топ-спин, и мяч долетел до вас, не успев опуститься. Или же, если мяч успел опуститься сильно низко, и вы его внизу толкаете, хотя перед этим двигали ракеткой сверху вниз. И соперник может принять это за подрезку. А принять плоский мяч за подрезанный – это всегда очень хороший способ ошибиться и промахнуться. А сейчас я хочу озвучить и проиллюстрировать тему приема подачи этими шипами. Вы можете подумать, что тут и так все ясно. Как и любыми длинными шипами, по подачам можно тыкать, подрезать и подставлять, варьируя направление полета мяча и длину траектории. Это да, на быстром атакующем основании у них сохраняется хорошая управляемость. А еще можно атаковать в стиле гладкой накладки. Это трудно описать, гораздо проще показать. Посмотрите разные варианты приемов подач и на затруднения соперников. А теперь я подведу итог в целом по этим шипам. Длинные шипы Dr. Neubauer Number One Ox по 10-бальной шкале заслуживают 10 баллов. Я имею в виду совокупную оценку игровых возможностей и того, на каком уровне эта накладка выполняет элементы, в которых она хороша. В этих шипах как будто совмещены способности длинных шипов без губки и средних шипов на губке. Они предназначены для тех игроков, которые хотят часто играть у стола, играть агрессивно, и чтобы от них летело много противных мячей.
Так сегодня играют многие. Также можно чередовать агрессивную игру у стола и защиту вдали с добавлением игры гладкой накладкой. Так сегодня тоже играют очень многие. Еще можно преимущественно играть у стола, контрольно направляя мяч шипами в разные стороны, не давая сопернику подготовить результирующую атаку, и таким образом разрушить его игру и затем добивать его, атакуя другой накладкой или даже самими шипами, так как они тоже хороши в атаке. Напоминаю, что под чисто защитный стиль в дальней зоне это не лучший вариант, так как у той же фирмы Dr. Neubauer есть много длинных шипов, очень хорошо специализированных именно для этого. Например, Viper, Monster Classic, Boomerang Classic. Так что для защиты в дальней зоне посмотрите в первую очередь их, а не Number One. Также надо сказать, что Number One это легкое в освоении и управлении накладка. То есть хорошо подойдет в качестве первой пробы длинных шипов для освоения этого типа накладок. Если хотите осваивать игру именно слабо тянущими шипами. Если же хотите сильно тянущие, то Viper, Monster Classic, Boomerang Classic отлично подойдут для этой цели. На этом данный обзор будем завершать. Надеюсь, что обзоры, которые мы делаем, хорошо помогают вам сэкономить время и деньги. Мы делаем обзоры, чтобы вы могли узнать свойства интересующих вас накладок и оснований, и заранее составить представление, что может вам подойти лучше, или наоборот, уберечь вас от покупки неподходящего. С этой же целью на сайте магазина TT Maximum построена подробная система фильтров и характеристик, помогающих разобраться в том, на какую тему та или иная накладка или основание, и какими свойствами они обладают. Так что заходите к нам на сайт, а если нужна помощь и консультация по выбору, пишите на указанные на сайте контакты, и мы поможем.